рассмотреть основные принципы, лежащие в основе переноса электронов на границе раздела электрод-раствор, давайте сосредоточимся на одноэлектронном окислении ионов двухвалентного железа с образованием ионов трехвалентного железа. Учитывая, что в водном растворе оба иона имеют первичную сольватную оболочку, состоящую из 6 молекул воды. Рассмотрим кривые потенциальной энергии реагентов и продуктов в зависимости от координаты реакции. В этом примере координата реакции является расстоянием между связями железо-кислород в октаэдрическом комплексе. Это расстояние больше в случае двухвалентного железа по сравнению с трехвалентным. Далее возникает вопрос, почему при перемещении электрона из частиц двухвалентного железа в электрод должен существовать активационный барьер? Происхождение барьера кроется в принципе Франка-Кондона, согласно которому перенос электрона происходит за гораздо более короткий временной интервал по сравнению с временем молекулярных ядерных колебаний. Получается, что когда происходит туннелирование электронов, скачок от кривой потенциальной энергии реагента к кривой потенциальной энергии продуктов происходит согласно вертикальному переходу на диаграмме, что соответствует неподвижным ядрам на шкале времени. Следовательно, если туннелирование электрона происходит из основного состояния, самый низкий уровень колебательной энергии с колебательным квантовым числом равным нулю, то железо-3 будет образовываться в сильно колебательном возбужденном состоянии. Это должно нарушать принцип сохранения энергии, так как это возбуждение не может просто появиться в системе. Хотя, конечно, при облучении переход может происходить фотохимически, с поглощением фотона. Отсюда следует, что реакция происходит вследствие термической активации реагента до такой степени, когда ионы феррум-2+, будут иметь энергию, которая соответствует точке пересечения двух кривых. Когда эта энергия достигается и координаты иона феррум-2+, достигают координат переходного состояния, во время колебаний термически возбужденных ионов может происходить туннелирование электронов, приводящее к образованию колебательно возбужденного иона феррум-3+, с энергией, которая соответствует энергии иона феррум-2+, перед туннелированием. Затем происходит быстрая термическая дезактивация этого колебательного возбужденного состояния за счет столкновения с молекулами растворителя, в результате чего образуется гидратированный ион трехвалентного железа в основном состоянии. Очевидно, что барьер для переноса электрона заключается в необходимости согласования энергии реагентов и продуктов в переходном состоянии. Это согласование требует, чтобы реагент стал термически активированным до того, как произойдет перенос электрона. Под термической активацией мы подразумеваем, что длины и углы связей внутри реагентов становятся растянутыми, сжимаются или искажаются. И сольватные оболочки компонентов могут искажаться аналогичным образом. Это основа теории Маркуса для гетерогенного переноса электрона. Как мы увидим позже, если нам известны кривые потенциальной энергии, то можно количественно предсказать константы скорости переноса электронов. Если рассмотреть стандартные электрохимические константы скорости, можно заметить, что диапазон значений охватывает много порядков. Можно разработать простое качественное правило определения, является ли перенос электронов быстрым или медленным. Рассмотрим две ситуации, которые соответствуют небольшой или большой разнице в координатах реакций между реагентами и продуктами. Легко понять, что чем больше разница в координатах реакции между основным состоянием реагентов и продуктов, тем выше энергия переходного состояния.
поскольку она определяется точкой пересечения двух кривых потенциальной энергии. Поскольку эти изменения в координате реакции подразумевают изменение длины связи или угла, то для общей электродной реакции, если окислитель и восстановитель близки по молекулярной геометрии, длинам связей, углам, то константа скорости будет большой, что соответствует низкому активационному барьеру для реакции. Если окислитель и восстановитель структурно различны, константа скорости будет незначительной и активационный барьер большим. Рассмотрим этот принцип на примерах из таблицы. Пара антрацен-радикал-анион в растворе диметилформамида обладает очень высокой стандартной электрохимической константой скорости. Это отражает тот факт, что валентные углы для реагента и продукта не изменяются. И поскольку электрон в анион-радикале антрацена делокализован, длины связей практически не изменяются. Соответственно, барьер для переноса электрона очень низкий. Скорее всего, происходит из-за небольших изменений сальватации между антраценом и его анион-радикалом. Пара анионов перманганат-манганат обладает быстрой электродной кинетикой. Оба аниона являются тетраэдрическими по геометрии, так что валентные углы одинаковы для обоих частиц. Длина связи марганец-О составляет 1,63 ангстрема в моноанионе и 1,66 ангстрем в дианионе. Это совсем крошечное изменение, и оно предсказывает быструю электродную кинетику, которая и проявляется. Пара двухвалентное железо, трехвалентное железо в водном растворе демонстрирует относительно медленную кинетику. Константа скорости составляет 7 на 10 в минус 3 см на секунду. В этом случае, хотя оба иона имеют октаэдрическую геометрию, они несколько различаются длинами связей, которые составляют 2,21 ангстрема для частиц феррума и 2,05 ангстрема для частиц феррум-3. Следующая пара демонстрирует еще более медленную кинетику переноса электронов. Обратите внимание на значение электрохимической константы скорости. Это интересный случай, когда считается, что медленность реакции не характеризуется большим барьером переноса электронов, а скорее отражает тот факт, что двухвалентный кобальт является октаэдрической разновидностью с высоким спином, тогда как трехвалентный кобальт представляет собой низкоспиновую молекулу. Отсюда следует, что даже когда окислитель термически возбужден и его энергия соответствует точке пересечения кривых потенциальной энергии, активированная молекула не может перепрыгнуть на кривую восстановителя без одновременного переворота электронных спинов. Такой переворот спина маловероятен. И поэтому медленность кинетики переноса электрона в этом случае отражает не размер активационного барьера, а скорее вероятность перехода электрона с одного уровня потенциальной энергии на другой и изменение его спина электрона. Теперь давайте рассмотрим 3 случая из органической электрохимии. Восстановление цикла октотетраэна было изучено в неводном растворителе диметилформамиде. Эта молекула имеет форму ванны. Молекула подвергается двум отдельным процессам одноэлектронного восстановления при двух разных потенциалах. Сначала с образованием моноаниона, а затем дианиона. Обе эти молекулы почти, но не совсем, плоские. Стандартная электрохимическая константа скорости для первого восстановления составляет 10 в минус 3 см на секунду, а для второго 10 в минус 1 см на секунду. Относительную медленность первой стадии можно объяснить значительным изменением структуры при переходе от молекулы к моноаниону, то есть от формы ванны к почти плоской. С другой стороны, восстановление моноаниона и дианиона происходит относительно быстро, поскольку оба аниона почти плоские и требуется небольшое изменение молекулярной геометрии. Восстановление молекулы тетрафенилэтилена, которая изучена в диметилформамиде. Структура этой молекулы выглядит следующим образом.
Электрохимическое восстановление тетрафенилэтилена выглядит следующим образом. Стандартная электрохимическая константа скорости для первой стадии составляет 0,1 см на секунду, тогда как для второй стадии она меньше – 8 на 10 в минус 3 см на секунду. Эта молекула и моноанион считаются плоскими. А вот в случае дианиона два конца молекул вращаются относительно друг друга, поэтому он скручен относительно того, что было двойной связью. Относительные размеры двух констант скорости отражают сходство в структуре между тетрафенилэтиленом и моноанионом и отличие дианиона. Окисление карбоксилат анионов в водном растворе полезно для образования алканов посредством окисления Кальбе. Огромное изменение длин связей и валентных углов будут выглядеть следующим образом. Соответственно, эта реакция очень и очень медленная. С термодинамической точки зрения реакция должна протекать при положительных потенциалах, составляющих около 0 вольт, по стандартной шкале водородных электродов, тогда как на самом деле обычно должны применяться потенциалы около 1 вольта из-за медленной кинетики. Позже в этом курсе мы вернемся к концепции перенапряжения для управления медленными процессами.